Правосудие сияющего солнца! Последние серии аниме «Трон, отмеченный Богом» особенно интересные. Лун Хаочень побывал в Зале снов, получил наследство богинь и даже немного сразился с императором Фэнсю. После этого его нашел Абао. Сражение с ним было не менее интересным. И Цаер в это время наконец приняла наследство бога смерти. Однако, к сожалению, она потеряла всю память о своих друзьях и прошлом. Сейчас она не помнит ни Лун Хаоченя, ни остальных. Зато Цаер стала заметно сильнее. В последней серии она одним ударом перерубила Шесы, сына лорда 72-й колонны Змеиного бога. Кстати, практически весь этот сюжет, связанный с нападением на лесных змей и убийством их короля, оригинальный. В новелле все описывается иначе. Наверное, самый яркий пример изменения – в оригинале король лесных змей имел 9 уровень, и он почти на равных сражался с богом змей 72-й колонны. Но сама суть того, что произойдет дальше, не изменится, а случится поистине веховое событие. Лун Хаочень вместе с Хао Юэ разрушили колонну и убили ее владельца. Это была первая колонна, которую уничтожил Лун Хаочень. Но как это могло произойти? Начнется просто чудовищное сражение с Андромалиусом, лидером 72-й колонны. Он находится на пике 8 уровня. Однако мощь колонны трудно превзойти. Согласно оригиналу, решающую роль сыграл Хао Юэ, которого даже император Фэнсю боялся. Перед сиянием, исходящим от столба бога змей, 5 больших голов Хао Юэ внезапно были подняты, и их глаза блестели. Это был странный взгляд, полный ненависти, ярости и печали. 5 его больших голов были подняты и издали яростный рев. В этот момент его величие и сила возросли до такой степени, что он напоминал правителя, управляющего всеми созданиями в этом мире. Бог змей Андромалиус не мог поверить в случившееся. На лице Лун Хаоченя появилась холодная ухмылка. Пока Андромалиус защищался от Хао Юэ, он не стал терять ни минуты, ведь Хао Юэ и 2 священных стражей были под большим давлением. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Все товарищи Лун Хаочень, а также 10 и 12 Святой Стражник наносили мощные удары. Объединившись вместе, они имели шанс убить лорда колонны. В этот самый момент на теле Лун Хаоченя вспыхнуло интенсивное темно-золотое пламя, которое появилось не только на Арии Света, но и на всем теле Лун Хаоченя. Пройдя через накопление энергии, он воспламенил свою собственную духовную энергию. Это был его исключительный огонь, как избранника. Мощный удар сокрушил Андромалиуса. Тому не помогла даже колонна. Андромалиус был разрезан на 2 части Арии богини света. Ни его мастерство, ни защита не смогли устоять перед мощной атакой Арии богини света. А все дело в том, что Лун Хаочень смог поднять свою духовную энергию до пика и сумел в первый раз снять печать Арии богини света, а затем использовал реальную силу этого божественного меча в первый раз. Что же касается Андромалиуса, то он стал первой жертвой божественного меча. Как это обычно бывает после смерти владельца колонны, на трупе Андромалиуса загорелся темно-красный огонек. Это была корона, темно-красная корона, которая поднялась ввысь. Очевидно, она пыталась сбежать и слиться с колонной. Таким образом, много лет спустя новый бог змей снова появится и будет командовать. Неожиданно на пути короны возник Хао Юэ и, к всеобщему удивлению, просто проглотил корону бога. Его тело начало пульсировать фиолетовой энергией, но быстро вернулось к обычному состоянию. Когда все наконец пришли в себя после битвы, они не могли поверить, что это на самом деле. Они действительно убили бога-монстра 72-й колонны. Даже Лун Хаочень, который нанес последний удар, чувствовал себя так, словно находится во сне. Хотя он был последним из 72 богов-монстров, он все же принес группе в общей сложности более 500 тысяч очков вклада. Но что насчет колонны бога? Внимание Лун Хаоченя было сосредоточено на ближайшем столбе бога-монстра. Этот массивный столб уже утратил свое первоначальное великолепие. Неужели Лун Хаочень попытается его уничтожить? С тех пор, как 6000 лет назад началась темная эра, бесчисленные боги монстров умерли, но до сих пор ни одна из 72 колонн никогда не была разрушена. Что касается этого, Союз Храма приложил слишком много усилий, но даже с помощью божественных артефактов они все еще не смогли уничтожить ни один из этих столпов. В настоящее время Андромалиус был мертв. Поскольку это был последний и самый слабый из столпов, Лун Хаочень захотел попробовать его уничтожить. Но в этот момент пламя вспыхнуло на теле Хао Юэ. Сразу же пара массивных крыльев на его спине развернулась, неся его прямо к 72-й колонне. Хао Юэ сделал свой ход, каждая из голов выстрелила мощной энергией.
Появились 5 кристаллов разных цветов, которые объединились с пурпурным пламенем. Этот удар попал прямо в колонну. Он превратился в сверкающий луч, который врезался в колонну, не двигаясь дальше. Все уже подумали, даже если Хао Юэ силен, как он может повредить колонну монстров? Но Лун Хаочень внезапно закричал. Крошечные трещины начали появляться на этом массивном столбе. Смутно можно было услышать бесчисленные скорбные крики, исходящие из этого столпа, как будто многие души были нацелены вместе с массовым разрушением. Казалось, что все столпы произносили печальные призывы от разрушения этого одного, и даже столб дракона Императора не стал исключением. Да, в истории человечества столб Бога был окончательно уничтожен полностью в этот день. Другими словами, больше ни один бог-змей не появится на всем континенте. Лун Хаочень и Хао Юэ смогли разрушить колонну, что стало беспрецедентным случаем. Да, нас ждут просто потрясающие события. Увидим все это в ближайших сериях аниме. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, почему им удалось разрушить колонну. Подписывайтесь на канал и всем пока.